Там откуда-то появились монстры, и все бежали в Нарфане. Я не понимаю, вы что, все с ума сошли? Вы не боги, вы смертные, опомнитесь! Тут приходила женщина одна, просила вот это передать. Женщина выглядела очень взволнованной. Опа-на! Эй, Лолошка, я хочу обсудить с тобой дальнейшие планы наедине. Именно это сказал мне Акетра в конце предыдущей серии. А я напомню, что она единственная, кто знает про мое карманное измерение Прунус. Стоит довериться ей. Тем не менее, всем привет, дорогие друзья, я Лолошка. Добро пожаловать в 13 огней. Поехали! Снова всем привет, дорогие друзья, я Лолошка. Добро пожаловать в 13 огней, сезон, в котором мы погружаемся в лор. Да, черт возьми, наконец-то о моем карманном измерении Прунус кто-то знает. И не абы кто, а сама леди Акетра, которой, честно говоря, вроде как, хочется доверять, поэтому доверяем. Напомню, что благодаря ее сумбурному рассказу о кристаллах Скинта мы поняли, леди Акетра либо не мироходец, либо еще сама не понимает, что обладает подобной силой. О, как же это похоже на моего персонажа. Он сейчас тоже не понимает, что такое мироходец. Но давайте так, пока с нами не связалась леди Акетра, которая хотела с нами поговорить, мы приступаем к более понятным вещам. Стол исследователя. Тыквенный пирог, до свидания. Стол, здравствуйте. И по идее сюда мы добавляем молот Монту, да? Так, и после этого... Оу, могу его изучить. Один из огней легендарных артефактов, разбросанных по всему Мисру. Созданный богом Монту, молот способен опустошать целые залежи руды за пару взмахов. Окей, это что такое? Конвертирует одного серебряного скоробея в 50 единиц опыта. Что? Давай. Раз, два. Прикольно. Слушайте, мы ничего не сделали, а уже что-то сделали. Геолога-разведка, уровень 0 из 2. Удар Монту, уровень 0 из 5. Так, а в итоге у меня сейчас есть какая-то штука, которую я, наверное, могу вложить, да? Давайте сначала об этом почитаем. Геолога-разведка. Сила бога труда позволяет вам с легкостью прорубаться сквозь твердые породы. Улучшение увеличивает радиус разрушения блоков молотом. Ничего не понял, но сейчас радиус 1. Стоимость 2 очка прокачки и 30 единиц опыта. А, то есть вот эти, получается, да, очки? Блин, у меня сейчас 1. Окей, я, наверное, тогда еще вложу. Раз, два, три, 4. Дорого. Так, и после этого повышение уровня. Сюда! Чё мне это дало, неизвестно, но я прокачал 1 из 2. Так, а это удар Монту. Ощутите себя богом, ударив по земле могучим молотом. Вызванная ударом волна выбивает на поверхность все самое ценное, оставляя под ногами лишь пустую породу. Эх, сейчас радиус 7 блоков, откат 50 секунд. Ну, как будто этого достаточно. Давайте пока что так и оставим. Следующий уровень слишком дорогой, и нам бы понять, как это можно улучшать без скоробеев. Может быть, надо просто пользоваться? Так, молот мы забираем обратно. В доме мы его точно не используем. Я не настолько кретин. Забираем все самое ценное, что можно будет продать. Ненужное, наоборот, убираем. И, внимание, у меня крутая идея. Я наконец-то нашел применение обычному рюкзаку. Я буду складывать сюда все, что связано с сюжетными предметами. Письмо, вырванная из книги страница, белая маска и, конечно же, фрагменты Скинта. Короче, да, все ненужные в данный момент сюжетные предметы пусть лежат здесь. Гениально. Эй, Лолошка, ты чего это бегаешь? Что? Доброе утро. Ой. Здравствуйте. А я вот, знаешь, хочу искупаться. День сегодня выдался особенно жарким. Ой. Да ты не красней, так не красней. Сдерик, Хануф и Халимат тоже там будут. Правда, Абди отказался. Пробормотал что-то про то, что ему нужно заниматься уборкой. Но мне кажется, что его смутил мой купальный костюм. А тебя? Что насчет тебя? Не смущает? Да нет. Что там происходит? Леди Акетра, я прошу прощения, там что-то происходит. Вот. То есть я хотел сказать нет, не смущает. Нет. Ну вот и отлично. Давай, переодевайся. Искупаешься с нами. Заодно расскажешь, что видел на Зеленом континенте. Будем ждать тебя там. Ладно. Так, а у меня... У меня, по-моему, был купальный костюм, просто я не помню, куда я его положил. Скажите, что он здесь. О, нет. О, боже.
А куда переодеваться? Я выкинул, да? А, нет, стоп, у меня еще вот есть. Ну-ка. Да, вот он, купальный костюм. Фух. Я уж думал, что всрал сюжетную вещь. Ну вот, видите? Нам как раз и нужен этот рюкзак, чтобы все сюжетные вещи не терялись. Далее переодеваемся. И, о, ну какой красавчик, господи. Я каждый раз кайфую от себя голенького. Ну, то есть я имел в виду в костюмчике вот в этом, да. Так, ребята, в итоге у меня вопрос. Вы что там делаете? В волейбольный мяч играете? Серьезно? Это так прикольно реализовано. Понимаете, зная механику Майнкрафта, сделать вот такое, это реально сложно. Так, вопрос, а где у нас Дерек? Кто там еще должен был присоединиться, кстати? Сдерик, Хануф и Халима. Хануф и Халима здесь, а Сдерика я не вижу. Прикольно, отдыхаете. Что вы тут? Ой, ну как же хорошо окунуться немного в прохладу. О, это правда. Но- Даже немного завидую Лолошке. Он на зеленом континенте был. Там не жарко. Кстати, как там наши сараи, а, Лолошка? Не развалились еще? Нет? Погоди, а ты тут был? Я что-то тебя даже не заметил. Не развалились. О, вот и отлично. Ох, а ведь это, кстати, правда хорошая новость. Как бы нам не пришлось потом перебираться туда жить. А? Что? Чего? Но как же так, госпожа? На проклятом континенте нельзя жить. Да, госпожа, мы отправимся с вами куда угодно, но зачем перебираться именно туда? Я не хотела с вами разговаривать об этом сейчас. Все-таки мы собрались здесь, чтобы расслабиться, отдохнуть. Но, да, держите в голове. Есть вероятность, что нам всем придется покинуть этот уютный дом. Нет, вот почему, это новости. почему? А, леди Акетра, а что вдруг случилось-то? Ох, Сдерик, я думала, ты и сам понимаешь. Наше поведение на Шахтерских островах не могло остаться незамеченным. Пока что Совету города и фараону нечего предъявить, да и неким меня заменить. Охо-хо. Но как только у них появится малейший повод, нас всех, абсолютно всех внесут в списки. Но нет, леди Акетра, мы же столько всего натворили на Шахтерских. Они бы уже давно могли... Ох, Сдерик, ну как же ты не понимаешь? Это для обычного населения мы герои, которые освободили шахту от странных бандитов. Да, за такое нас нельзя ни в чем обвинить. Это наоборот, только скорее усилило мое положение в обществе. Некоторые богатеи из тех, кого я раньше презирала, даже высказали мне свое почтение. Я стала презирать их чуть меньше. В общем, сейчас им до нас не добраться. Во всяком случае, с легальной стороны. Но то, что я допустила со скульптором, больше не должно повториться. Надеюсь, вы все это понимаете. У меня есть несколько надежных информаторов. Если у кого-то из них появится информация о том, что кому-то грозит явная опасность, мы в тот же день переедем на Зеленый континент. Но почему именно туда, госпожа? В Мисре много мест, куда фараону будет трудно дотянуться, вы и сами это знаете. Да, леди Акетра, мы могли бы перебраться поближе к Молотову морю. Вы же сами любите море. Раз уж мы действительно занялись поиском огней, наверное, разумнее было бы... Лолошка, а у тебя что? Есть идеи, где может находиться какой-нибудь из огней? А чё я-то сразу? Ну вообще вот у меня это получается связано с Той Фетуном, да? Я сопоставил то, что рассказал мне Джамиль, с записями скульптора. Нам нужно в Дидинах Вамдис. Надо проследить, кто выкупил на черном рынке огонь, про который говорил Бурис. А вот это что такое? Это что такое? Погоди. Не, ну вообще я хочу вот это нажать, но вот это... Я что, промямлю что-то? На самом деле это очень хороший выбор, потому что, напомню, Джамиль мне действительно рассказывал про Селиасет, про то, что она была наставницей Диди Нахвамдиса. То есть именно в этом городе, в Нахвамдисе, находится ее самая главная статуя. Ну, если я правильно понимаю. Поэтому, да, я верю в огонь Селиасет. И в тебя я тоже верю. При этом он говорил, великие мастера древности, впрочем, справлялись с этой задачей. Вот бы ты мог на это посмотреть. Вот оно что! Точно! И помните, Джамиль еще тоже сказал, что великие мастера древности, что-то там, и вот если бы я мог на это посмотреть, что-то подобное он сказал. То есть нам реально нужно в Нахвамдис. Выбираем. Что? Лолошка, записи скульптора? Ты это о чем? Точно! Вы же не знаете про... Об этом, честно говоря, не подумал, но... Вот, возьми. Ну-ка. Так, Ух ты. известь, вода, добавить... Да, подожди, Лолошка, так это же просто какая-то ерунда про растворы. Читай дальше, Сдерик. Да... Ну ладно. Так, если ты читаешь... О боже.
Ну? Огонь, Эй, Сдерик, чего Боже, там? боже. Не молчи, бога ради! Леди Акетра, кажется, скульптор знал, что его хотят отравить и оставил у ложки странную подсказку. Господи, да ладно. Лолошка, что тебе рассказал Джамиль? Выкладывай. Когда ты вообще успел с ним встретиться, а? Ух, фига себе. На зеленом континенте есть люди, жители. Они говорят на другом языке. Джамиль рассказал мне, что раньше все жили на зеленом континенте. Потом там откуда-то появились монстры. И все бежали в Нарфанис. А еще Джамиль рассказал мне, что главной достопримечательностью Дидина Хвамдиса была огромная статуя Селиасет, выполненная древними мастерами. Вот оно, да! Об этом я говорил еще кучу серий назад. То есть, если как-то попытаться разгадать ее, это говорю сразу, моя догадка. Мне кажется, то, что у одной из статуй Селиасет один вот этот огонек, это и есть артефакт. Вау, то есть, получается, я гений? Я реально с первого раза догадался, о чем была речь в записях скульптора. Ну вот. О, невероятно! Это же та самая статуя, о которой говорит скульптор. Да, это точно она. А ну-ка, дай сюда. Так. Ну, это же отлично. Мы знаем, куда нам идти дальше. Пипец. Ну да. Эй, я не понимаю, вы что, все с ума сошли? А? Неужели вы Что? все пропустили ту часть рассказа, где Лолошка говорил про монстров? Откуда у вас эта уверенность в собственной непобедимости? Вы не боги, вы смертные, опомнитесь! Эй, Халима, мне кажется, ты забываешься. Точно. Пожалуйста, госпожа, простите меня, я не имела права... Успокойся, Халима. Я понимаю твои благие намерения, но Хануф права. Не нужно считать нас всех здесь идиотами. Пожалуйста. Нет, нет, Госпожа, я ничего такого... Бога ради, встань, Халима! Ты же знаешь, как я не люблю такие жесты. А теперь иди в свою комнату и подумай о том, как твои эмоциональные поступки влияют на меня и остальных. Хорошо. Леди Акетра, разрешите мне пойти с ней? Иди, Хануф, конечно. Благодарю. Эй, Халима, Вот Халима, отлично. подожди меня. А теперь, ребята, когда Халима ушла, можно признать, что она права. Пока что нам ведь действительно все это время везло. Мы как-то справлялись. Ох-охо. Да, Лолошка, ты правда отлично сражаешься. Но что за монстры обитают в Дидинах Вамдисе? Мы не можем рисковать и отправляться туда без подготовки. Но зато мы теперь точно знаем, где искать один из огней. Леди Аки, это, конечно, все правда, но мы ведь даже не знаем, сколько этих огней всего. И тут ты прав, Сдерик. Мы должны изучить этот вопрос. Сдерик, обед сегодня будет готовить Халима. Что? Почему? Потому что мы с тобой пойдем в катакомбы Хеттентепа. Мы найдем и прочитаем все, что связано с огнями. Ты понял меня? Да, конечно, леди Акетра. Вот и отлично. Я пойду переоденусь. Жди меня. О, Лолошка, как же это круто. Ну сам скажи, что может быть круче, чем провести целый день в сырых, темных катакомбах за чтением неразборчивых книг и писем древности? Ой, блин, ты, наверное, очень расстраиваешься, что Акетра не позвала тебя, да? О, прости, что я так хвастаюсь перед тобой. Ой, и кстати, нельзя заставлять леди ждать. Ой, все, я побежал. Давай, я побежал, Ложка, не скучай. Ладно, не буду. Это, я так понимаю, можно уже снять. Все, купальный костюм мне не понадобится. Они, получается, как минимум должны узнать, сколько этих огней существует. В любом случае, не зря я взял этот дневник. Знаете, у меня такое ощущение, что если бы я его не взял, то у меня не было бы того фиолетового выбора. И у меня был бы вот этот вот непонятный выбор. И также речь про огонь и Буриса. Так что я в 3000-й раз повторяю, все сюжетные вещи чаще всего лучше таскать. Так, и я, наверное, могу сейчас выйти, да? Мне же наверняка нужно просто гулять сейчас. Что мне вообще делать нужно? Может быть, с Абди поболтаем? Он же у нас все-таки отказался, его надо в курсе держать. Абди? О, эй, Ложка, привет. Я только тебя вспомнил, чел. Слушай, если ты куда-то спешишь, подожди, пожалуйста. Тут приходила женщина одна, знаешь, такая рыжая, спрашивала тебя, просила вот это передать. Возьми. Я не читал, если что. Надеюсь, там ничего серьезного. Женщина выглядела очень взволнованной. Мне она, кстати, понравилась. Очень приятная. Вот. Это все, что я хотел тебе сказать. Пока. А я, кстати, как раз тебя искал. Я думал, ты убираешься. Так, ну-ка, куда ты пойдешь?
Нет, нет, стой. Куда? Куда ты идешь? Я не понял. А, ну да, в итоге убираться реально. Давай, наверное, на всякий случай я тебе сейчас хлеб подарю, потому что я точно помню. Тебе это нравится. Это дает плюс 3 репутации. Бери. О, ничего себе. Это действительно мне. Это тебе, это тебе. Ну-ка, поговорим. Нет, статус отношений. Ну, у нас максимальный статус отношений. Я просто на всякий случай это поддерживаю, потому что мало ли, как говорится. Кстати, некоторые люди заметили то, что у меня курсор лагает, когда я в прокачке персонажей. На самом деле, у меня не лагает, чтобы вы понимали. Типа, у меня нет лагов. Это только в записи такая проблема. Ну, ладно, выходим. В итоге, что мне за записочку дали? Давайте проверим. Здравствуйте, Лолошка. Я так благодарна вам за все, что вы сделали для меня и для моей семьи. Я хочу сообщить вам важные новости. Как будете свободны, обязательно заглядывайте в гости. Опа-на! А вот это уже правда интересно. Меня кто-то обсуждает. Погоди, а может быть Нинель информатор, о которой говорила Акетра? Блин, очень прикольно то, что мир настолько проработан, что люди находятся даже там, где я не могу быть, куда я не могу попасть. В это веришь, вот правда веришь. Здравствуйте. Жалко, что поговорить нельзя, конечно. Здравствуйте. О. Кстати, это же тоже статуя Селиасет. Но я так понимаю, это не та статуя, да? Нам нужно в Дидинахвамдис. Какой-то город, в котором мы еще ни разу не были. Люди ходят, люди бродят. О! Привет, Бурис. О, здорово, Лолошка. Прости, на работе не поболтаем. Я все надеюсь, то, что у него появится что-то новое, но ничего нового не появляется. Четырехлистый клевер. А давайте посмотрим, что этот клевер делает. Четырехлистный клевер. Он дает ровным счетом нифига. А, не, из него можно сделать какое-то везение. Интересно, а зачем это везение нужно? Что оно дает? Есть везение, есть невезение. Наверное, какая-то редкая штука, раз он продает это за 35 утенов. Так, ладно, все, прекратили лишнее обсуждение. Мы почти у Нинель. Эй, Нинель! Ты дома? Ну-ка. Да. Что-то там ходит, кстати, что-то делает. Здравствуйте. О, могу. Я думаю, что можно Нинель. будет... Здравствуйте. О, здравствуйте, Лолошка. Вы пришли. Я так рада, я так рада. Ой, смотрите. Купила сегодня на рынке куриных сердечек. Мы мясо уже полгода не ели. Хо. Но сегодня у меня праздник. Какой? Давайте не будем стоять, присядем. Ой, вот, присаживайтесь. Я нашла себе хорошую работу, Лолошка. Не такую, за какой вы меня застали в прошлый раз. Меня взяли работать швеей-закройщицей. Богатый мужчина увидел, как я обращаюсь с ножом, когда я помогала в мясной лавке. Он спросил у меня, могу ли я так же аккуратно резать ткань, как свиную тушу. Я, конечно, рассмеялась, ведь резать ткань куда проще, чем свинину. Теперь я буду заниматься раскройкой и пошивом. И у меня даже будет оставаться время на подработку на рынке. Если постараюсь, буду получать вдвое больше, чем в шатре. Лолошка, спасибо вам. Огромное вам спасибо, что не стали рассказывать о моем занятии Вилли. Это был ужасный, черный период в моей жизни. Вы сказали мужу, что он должен найти какой-то способ, как помочь нам справиться. Но он так ничего и не смог придумать. Однако ваши слова о том, что я сама решаю, как мне жить свою жизнь, толкнули меня больше стараться и не бояться хватать любые возможности. Именно поэтому я и хотела, чтобы вы, Лолошка, были первым, кто узнает о моей новой должности. Ведь это отчасти ваша заслуга. Вилли неплохой человек, правда. Ему просто очень тяжело свыкнуться с тем, что мы теперь живем не так, как раньше. Раньше мы возили различные специи и соль на корабле отца Вилли. Куда бы мы ни поплыли, нас везде ждали спокойные пески. Попутный ветер. Вилли всегда говорил мне, это все благодаря нашему путеводному огоньку. На носу нашего корабля был установлен горн Селиасет. Так мы это называли. Ой. Конечно, я понимаю, что дело было вовсе не в какой-то веселой безделушке. Мы были молоды, влюблены, счастливы. А таким всегда сопутствует удача. И таких никто никогда не любит. Нам завидовали, нас ненавидели. Сколько же раз нам поджигали паруса, Лолошка. Сколько раз воровали у нас специи, просто заменяя ящиками с песком. Ха-ха. В те времена с любой проблемой мы справлялись плечом к плечу. И не было того, с чем мы не могли бы справиться, пока наши конкуренты не начали строчить на нас доносы. В конце концов, вы уже помните,
у Вилли отобрали лицензию. Наш корабль куда-то пропал. Веселый Горн Селиасет больше никогда не играл для нас песчаной песни. Ой, простите, чего это я решила загрустить-то, а? Сегодня ж хороший день-то, радостный день. Ой, что это я действительно... Скоро Вилли с детьми придет. А вы поможете мне на стол накрыть? Ух, вот это поток информации. Ну да, давай, чё уж, раз я здесь-то. Ну я рад, что у вас все хорошо. Вы, конечно, кажетесь не самой значимой семьей для сюжета, но я уверен, что вы чеховское ружье. Вы еще стрельнете в этом сюжете. Недаром нам показывают в сюжете постоянно эту семью. Ой, недаром. Привет, сынок. Привет, другой сынок. Привет, Вилли, кстати. И чё, я тоже буду? Я тоже остаюсь здесь. О, я буду кушать. Так. В итоге всем нам весело. Всем нам офигенно. Да, и время проходит незаметно. Жалко то, что мы не понимаем, о чем они говорят. Ну, то есть просто поболтали и все. Значит, Нинель, я правильно понимаю, ты теперь будешь шить одежды всяким богатеньким детям, да? Эй, Вилли, не начинай. Что я такого сказал-то? Где соврал? Эти богатеи отобрали у нас все, что было, Нинель. Не они у нас все отобрали, Вилли. А даже если они, то я ради наших детей на все готова. Мы не знали, какая жизнь нас ждет, когда они родились. Сам подумай. Мы должны обеспечить им счастье, несмотря на ту ситуацию, в которой оказались. А я как будто против. Вот если бы я мог получить свою лицензию. Да бога ради, Вилли! Пожалуйста, хватит! Хватит уже жить этими мечтами! Что будет, если ты никогда не получишь эту лицензию? Скажи мне, что? О, опять ссора. Я смотрю, у них эти эмоциональные качели — это ежедневная рутина, да? Пожалуй, мне пора. Спасибо за приятный вечер, Нинель. Нет, я так просто не уйду. Вилли, Нинель права. Из-за вашей нерешительности ей приходится идти на крайние меры, чтобы прокормить детей. Блин, ну нет, это я точно не нажму, а то он еще спросит, что это за крайние меры? Нинель, никогда нельзя терять надежды. Нужно всегда стремиться заниматься любимым делом. Ну, то есть тут мы скорее за Вилли выступим, да? Но, знаете, мы уже серии 30+ видим то, как Вилли просто мечтает о своей долбанной лицензии. Он не может понять то, что хватит жить прошлым. Пора двигаться в настоящем. Да, поэтому, видимо, вот этот вариант самый такой нейтрально нормальный. Я сначала не хотел его нажимать, но по итогу он реально самый-самый. Пожалуй, мне уже пора. Спасибо за приятный вечер, Нинель. Да, конечно. Спасибо большое, Лолошка, что составили нам сегодня компанию. Да, Лолошка, мы действительно всегда рады видеть тебя в гостях. Наш дом для тебя всегда открыт. Приходи. Так, в итоге у нас трюфельное... Сколько оно восстанавливает? 20 сытости. Ё-моё, ты посмотри, что делают, а? Реально, покушали вечерком и все обратно относим. Только куда? Погоди. Я думал домой. Мне вдруг стало даже интересно, куда он это отнесет. Так. Это стояло здесь раньше? Блин, какая сценка, а? Такая маленькая, но какая же она приятная. Видно, что люди живут. Так, сейчас ты, получается, поставишь. Я, конечно, очень надеюсь, что Нинель и Вилли по итогу не разведутся. Мы, по сути, сейчас некоторыми своими диалогами направляем их на путь семейный. Что-то типа того. На путь истинный, лучше уж так сказать. И... мы будем следить за развитием этой семейной жизни прям до самого-самого конца. Но я более чем уверен, что вот эта семейная жизнь еще стрельнет как чеховское ружье где-то в глобальном сюжете. Но если вы думаете что после этого прямо сейчас я пойду в дом Акетры, нет! Ребята, я очень хорошо помню просьбу Джамиля в предыдущей серии. Он сказал что мы теперь можем, по идее, снова приходить к нему в бар. В сладкого утенка, или как это там называется. Единственная проблема, я не помню, где находится этот бар. Типа, мне просто интересно, что будет, если я тупо приду. Недаром же Джамиль сказал что мы теперь можем безнаказанно туда приходить. Парень! Так, сочнейшие томаты только у меня, подходи. Я знаю. Давай, может быть, помощь предложу. Нужна ли помощь в чем бы то ни было? А? Ты кто, пацан? Я хоть и знаю, кто ты, но бла-бла-бла-бла. Вот, можешь помочь мне? Да, конечно.
должен был привезти мне 48 морковки. Господи, почему у меня заданий так много? Это что, опять баг какой-то? Он дал мне 2 задания. Он дал мне 3 задания. Чего? Так, ожидание сдачи персонажу принести 48 морковки. Ну, у меня есть. У меня есть вот 48 парень, морковки. парень, кстати, сочнейшие томаты только у меня. Бога ради, я знаю. Вот, возьми, 48 морковки. Ну? Забери все, что... Ох, неужели это... О, спасибо огромное, парень. Держи, это тебе за помощь. Yes! Плюс 5 с фермером. 5 утенов! Ну ладно, скоробея дали. Еще скоробея дали. Еще скоробея дали. Так, лазотепова. Не дали. Сколько у меня там опыта остается? 3000, пипец, дорого так-то, дорого. Но это мы пока что точно оставляем. Мы понимаем то, что серебряные скоробеи, по сути, стали очень важной валютой. Потому что они теперь используются не только здесь, но еще и в обмене, в прокачке шахтерских островов и даже в изучении молота Монту. Обалдеть. Серебряные скоробеи, оказывается, бомба. Тем временем отношения с фермером у нас все еще равнодушие, но я прямо уверен, очень скоро мы поднимем. Давайте попробуем продать ему немного снопов сена, да? Так, продаем, наверное, около стака. Можем, наверное, даже 2 стака продать. Все, у меня будет примерно 333 утена. Отношения, по идее, от торговли не растут, да? То есть только от выполнения квестов. Все, надо это запомнить. А теперь, наконец-то, попробуем обследовать Нарфани с другой стороны. Я помню то, что этот сладкий утенок, бар, находится где-то здесь. По-моему. Блин, я могу ошибаться. Я реально в этой стороне первый раз. Тут храм как... Стоп. Охренеть. Ребята, просто ходя по городу, я могу найти даже это. Тот самый фиолетовый глаз. Тот самый фиолетовый глаз, который... это, Той Фетун. Ну... Вот то, что в выборе диалогов. А если я зайду сюда? Может быть, как-то в сюжете в будущем это сыграет? Но я уже это нашел, понимаете? Я, походу, себе кое-что проспойлерил. Так, да, смотри-ка. Что-то это значит. Недаром тут кости валяются. Так, а где бар Сладкий Утенок? Мне бы его найти. О, боже мой, наконец-то я нашел Сладкий Утенок. Да, шумновато кто здесь. к нам заглянул-то? Привет, Здорово. привет, рад тебя видеть, парень. Будешь что-нибудь пить? Отношение, презрение. Ну, не знаю даже после такого. Яблочный сок, шоколадный молочный коктейль, красное вино, сидр, вино, поцелованное солнцем, вино, сталь. Ну, давай, наверное, вот это куплю и вот это куплю. Попробуем. О, хороший выбор. У меня есть для тебя шутка. Как зовут богатого владельца красавчика сладкого утенка? Сладкий утенок. Ну как утены, понял, да? Если ты пришел ко мне за информацией, то у меня ничего пока нет интересного. Иди отсюда. Обязательно расскажу, если что-то будет. Ага, вот оно что! То есть я могу приходить к нему и выведывать какую-то информацию. Вау! То есть я иногда смогу вспоминать про Джамиля, если не буду понимать, что мне нужно делать. Ну, капец тут шумно, а! Все пьют, галдят. На всякий случай попробуем с кем-нибудь поболтать. Ослиная моча, не пиво. А, понятно. Еще кто-нибудь? Джамиль красавчик. Да, наверное. То подожди, тут мне реально каждый может что-то сказать. Здравствуйте, бармен, можем с вами поторговаться? Нет? Ты сколько этому уже наливаешь, а? Или это каждый раз новый приходит? Нет, это всегда один и тот же. Боже, хватит пить, чел. Джамиль, давай я тебе что-нибудь подарю, чтобы выросли отношения. Я помню, изумруд тебе нравится. Но нет у меня изумруда, блин. Ладно, тогда потом подарю. А вообще, телепортируемся домой. И, внимание, вопросы. Леди Акетра, Сдерик, вы вернулись? Вы же, наверное, уже вернулись, да? Я могу с ними поговорить? Неужели они еще не вернулись? Уже ночь! Ну или вечер на дворе. Ладно, какую информацию они выведали про огни, мы узнаем уже, видимо, в следующей серии. Но мы точно понимаем, что прямо сейчас, начиная примерно, ну, с 35-й, с 34-й серии, пошел очень важный сюжетный твист. Примерно после появления Междумирца. Так что сейчас очень важно копить информацию и не забывать про нее. Потому что, ну, видно, что здесь каждая деталь уместна. Играем в детектива, дамы и господа. От этого будет зависеть хорошая концовка. А хороший сезон будет зависеть от ваших лайков и подписок. Поэтому я очень надеюсь, что вы не забудете нажать на эти маленькие кнопочки. Ничем не примечательные, но тем не менее очень важные. Поэтому да, ребят, если вы когда-нибудь думали о том, как бы поддержать того, кто приносит вам настроение, вот... лайк, подписка, а мы будем стараться дальше. Еще раз спасибо, а если вы здесь впервые, то можете еще и позвать друзей. А с вами были Лолошка и семейные драмы. Всем удачи, всем пока. Пока-пока-пока-пока.